Каждый школьный учебник рассказывает одну и ту же историю о Голландии. Это сфабрикованная историческая ложь. Официальная хронология утверждает, что в 1600-х годах местные крестьяне построили 10 тысяч массивных ветряных мельниц, чтобы откачать воду из океана и создать треть территории своей страны. В то время этот крошечный регион был втянут в 80-летнюю войну с Испанией. С учетом армии, военно-морского флота и занятых в сельском хозяйстве в наличии было всего от 50 до 70 тысяч мужчин. Эта немногочисленная команда якобы запустила грандиозный инженерный проект, требующий огромного количества древесины посреди болот и топий. Импорт такого объема дерева из соседних стран потребовал бы наличия постоянного флота из 2500 транспортных барж, непрерывно работающих в течение 50 лет. Однако торговые архивы Германии и Польши той эпохи не содержат никаких записей о столь масштабной торговле. Более того, математика расходится с реальностью. Эти бассейны, расположенные ниже уровня моря, ежедневно принимают минимум 18 миллионов кубических метров воды. Стандартная ветряная мельница 17 века откачивает 30 кубометров в час. Максимальная производительность 10 тысяч таких мельниц составляет чуть более 7 миллионов кубометров в день, что оставляет критический дефицит в 11 миллионов кубометров ежедневно. В национальных архивах хранится всего несколько десятков строительных документов того периода. Нет ни массовых контрактов на древесину, ни транспортных накладных. Дендрохронология, изучение возраста по кольцам деревьев, показывает, что дубовые каркасы внутри старейших мельниц на столетие старше официальных дат строительства. Деревья, использованные в конструкциях 1650-х годов, судя по всему, были срублены почти тысячелетия назад. Математические расчеты для откачки воды требуют каскада из 5 последовательных мельниц, подающих воду в каналы под точным углом в 1 градус, соединенных шлюзовыми воротами на ручном управлении. Если один мельник ошибется в расчетах, вода пойдет обратно и затопит всю систему. Проектирование такой гидродинамической системы с переменной силой ветра требует знаний дифференциального исчисления, раздела математики, который появился лишь спустя десятилетия после того, как эти системы уже работали. Люди, управлявшие этими сетями, были обычными ремесленниками с базовыми практическими навыками, а их средняя продолжительность жизни составляла всего 45 лет. Необходимая гидравлическая точность предполагает, что системы были спроектированы классом инженеров, которого просто не существует в переписях населения 17 века. Осушение глубоких прибрежных болот — это экономическая катастрофа. Если бы земли не хватало, население расширялось бы в сторону плодородных сухих холмов на востоке Нидерландов, а не вкладывало бы огромные средства в токсичные соленые болота. Средневековые копии античных карт Птолемея показывают, что регион Фризия, современная Голландия, был массивным сплошным участком суши с четкими речными сетями, свободным от затопленных заливов. Эти данные указывают на катастрофический сдвиг прибрежных границ, когда сухой населенный ландшафт был быстро затоплен из-за повышения уровня моря. Батиметрическое сканирование морского дна выявляет идеально прямые линии и прямоугольные городские фундаменты на глубине 40 метров. Когда уровень моря стабилизировался, эти каменные башни оказались единственными сооружениями, возвышающимися над новыми болотами, став готовыми фундаментами для возвращающегося населения. Под деревянной обшивкой скрывается каменное ядро со стенами толщиной до метра, а фундаменты уходят в землю на 80 метров. Кирпичи скреплены химическим раствором, который не соответствует ни одному известному рецепту 17 века и остается прочным в условиях постоянной влажности. В башнях используется сложная восьмиугольная геометрия, а отношение диаметра основания к высоте в точности соответствует золотому сечению. Во время реставрации в Зеландии в 1970-х годах была найдена запечатанная камера с металлическими резервуарами и керамическими трубами, покрытыми неизвестным в природе синтетическим органоминеральным соединением. Эта находка не попала в официальные отчеты. Структурная плотность башен превосходит требования для обычного насоса. Это высокоуровневая инфраструктура. Лопасти вращаются со скоростью 15 оборотов в минуту, но если использовать их как насосы, 70% энергии теряется на трение и нагрев. Физика этих полых восьмиугольных башен предполагает, что они работали как резонаторы. Синхронизируя вращение лопастей с собственной частотой сооружения, башня усиливает вибрацию, создавая акустические или электромагнитные стоячие волны.
Старейшие мельницы образуют геометрическую сетку из пересекающихся треугольников по всему ландшафту с точной ориентацией на истинный север. Голландский золотой век предстает периодом масштабного присвоения наследия. Примитивное общество обнаружило торчащую из грязи энергетическую сеть и приспособило ее для помола зерна и базового выживания. Общепринятая хронология не может объяснить эти инженерные решения, и если признать их реликвиями более раннего мира, история нашего развития будет выглядеть совершенно иначе.